Сейчас я вам расскажу одну вещь, которая может полностью изменить ваше отношение к работе, дисциплине и мотивации. Речь пойдет не о силе воли и не о вдохновении, а речь пойдет о вашей дофаминовой системе. Большинство людей ненавидят усердную работу. Они избегают усилий, откладывают, ищут легкие пути. Но есть другие, те, кто годами упорно работает и в итоге достигает конкретных целей. Принято считать, что главная мотивация – это награда, деньги, признание, результат. Но именно здесь и начинается основная ошибка. Дофамин напрямую связан с тем, как вы ощущаете время. Если вы работаете только ради будущей награды, ваша деятельность начинает казаться длиннее, тяжелее и мучительнее. Продуктивность падает, желание исчезает. Есть показательный эксперимент Стэнфордского университета. Дети в детском саду рисовали просто потому, что им нравилось. Им начали давать награды, звездочки, поощрения, а потом награду убрали. Результат был жесткий. Дети стали рисовать реже, чем до эксперимента. То, что раньше приносило удовольствие, само по себе обесценилось. Почему? Потому что мозг сделал вывод. Я делал это не потому, что мне нравилось, а ради награды. Так работает дофамин. Когда вы получаете пик дофамина в конце, ваш базовый уровень снижается. И во время самой работы система молчит. Вы не получаете энергии. Вы не получаете фокуса. Вы терпите. И чем дальше и дольше вы так живете, тем более болезненной становится любая деятельность. Этому противопоставлено мышление роста. Это такая установка, при которой усилие само становится ценностью. Не результат, не награда, а просто сам процесс напряжения и движения. Есть исследования, которые показывают, люди с мышлением роста в итоге превосходят тех, кто живет ожиданием результата. Поэтому они научились получать вознаграждение просто за усилия. И этому можно научиться. Вы должны сознательно себе сказать: тяжелая работа – это хорошо, даже если она кажется неприятной, даже если тело сопротивляется. Со временем вы начнете связывать усилия с выбросом дофамина. Вы начнете получать энергию во время работы, а не после нее. В этот момент происходит перелом. Дофамин усиливает концентрацию. Он преобразуется в адреналин. Тело включается, работа перестает быть пыткой. Если вы продолжаете жить по схеме «потерплю, потом будет награда», выпивая алкоголь вечером, вы делаете работу тяжелее, чем она есть. И сами снижаете свою продуктивность. Истина проста и неприятна. Самый мощный источник мотивации – это удовольствие от усилия. Он доступен каждому, но для этого нужно убрать все, что поднимает дофамин до работы, и все, что вы используете как быстрый кайф после нее. Учитесь повышать дофамин в момент напряжения, играясь. Когда вы делаете, когда трудно, когда хочется остановиться, скажите себе: я делаю это просто так, по приколу, по собственному выбору. Я получаю удовольствие просто от того, что я это делаю. Я просто работаю, вхожу в работу, мне нравится. Сначала это похоже на ложь, но это ложь, ведущая к правде, к состоянию, где вы сильнее, собраннее и свободнее. И именно там начинается настоящая дисциплина. Напишите, вы согласны?